Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно это видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодня я буду раскрашивать не по плану. У меня день релакс-раскрасок. Ну и также я буду начинать одну новую раскраску, а именно вот эту. Цветочные мотивы. Она у меня где-то уже около года, я не помню, то ли я ее где-то сама покупала, или же я, имеется в виду на складе, может быть, еще где-то, или же у Марины в Инстаграм, канал Маринины раскраски. Но в любом случае она у меня вот новенькая, не начатая, ну и пора бы. Потому что в целом мне раскраска нравится, но знаете, как бы много всего, поэтому не сразу до нее руки дошли. А вот сейчас я решила сделать такое вот тематическое видео. А выбрала я вот эту иллюстрацию и раскрашивать ее буду акварелью. Насчет фона не знаю. Может быть, я его сделаю, и если сделаю, это будет, скорее всего, сухая пастель. А может быть, и не будет фона. Это видео как бы не челлендж, не марафон. Конечный результат вы увидите, скорее всего, в конце месяца. Вот, так что это будет такой обычный хобби-влог с раскрашиванием на камеру и тому подобное. И также у меня есть вторая раскраска – медитативные мандалы. В прошлом влоге она уже была задействована, но я решила, что хочу пораскрашивать здесь еще. И выбрала для себя вот эту мандалу. Она мне нравится, и, скорее всего, раскрашена она будет фломастерами. В общем, оставайтесь со мной, не переключайтесь. Приятного просмотра. За кадром я уже начала раскрашивать, потому что, во-первых, я там телефон подзаряжала. Ну и потом здесь очень мелкие были детали, особенно в самом центре, поэтому я предпочла начать за кадром, чтобы было более аккуратно. Ну и в принципе тут, знаете, такой не совсем понятный рисунок, и я в общем, так, не спеша все это делала. Но зато сейчас буду уже раскрашивать на камеру. Правда, результаты вы, скорее всего, увидите даже не в конце месяца, а раньше. Я, наверное, сниму видео о раскрашенных работах, так как здесь уже их немало. Вот, поэтому, такое коротенькое видео. Скорее всего, поэтому увидите. Может быть, через несколько дней. Или я даже сниму по всей серии этих раскрасок видео, потому что, в целом, пусть здесь не одна работа сделана, но и не 100 штук, чтобы натянуть на ролик. А так у меня их несколько раскрасок, даже сколько, наверное, штук 5-6, поэтому вот это будет уже видео такое основательное. Что-то меня потянуло раскрашивать мандалы двумя цветами, или потом уже ближе к концу добавлять какой-нибудь еще цвет. Понравилось мне. Мандалы раскрашивать вообще интересно, и даже, не знаю, можно наугад взять фломастеры, карандаши, и все равно будет, в общем-то, красиво. Хоть 2 цвета, хоть там 3-4. Мандалы вообще раскрашивать процесс невероятно увлекательный, расслабляющий. Я, в общем-то, изначально начинала раскрашивать мандалы, и вот сколько лет прошло, а мне этот процесс нравится. Что-то очень я соскучилась по раскрашиванию акварелью. Прям как-то захотелось пораскрашивать.
Так, палитру решила сюда поставить, так удобнее. Здесь мэджики не использую. Можно обойтись акварелью. Ну, в общем, ничего особенного. Так, деревья я уже раскрашивала, но что тут может быть необычного? Нет, но только если дерево другим цветом сделать. Но мне нравится так. Хотя некоторые идеи есть, но не знаю, в этот раз их осуществлю или в следующий. В любом случае, основа стандартная. Мне так нравится, как выглядят эти краски. Они просто прекрасны. Как в новом виде, так и уже изрядно использованные. Обожаю их. Ну, сейчас, как вы видите, тут такие грубые переходы. Потом это все будет сглаживаться, размываться водой. Бумага здесь вполне хорошая, акварель не протекает, но если лить тонны воды, чтобы само все плавненько перетекало, то, конечно, только разве что акварельная бумага выдержит. Поэтому все равно надо поаккуратнее. К тому же вот эта акварель, она хорошо пигментирована, но не до такой степени, как какие-нибудь белые ночи, которые там, да, сразу промокают, въедаются. Поэтому все это можно вполне себе корректировать. Вот я даже заехала немножко за контур, это все легко убирается. Тоже одна из прелестей детской акварели для меня. Ну вот. Я в процессе раскрашивания уже начала красить цветы. Здесь пока все влажно. Я просто проходилась еще по второму разу, уже просто влажной кисточкой, чтобы как-то все сгладить. Но я еще потом пройдусь, потому что сейчас непонятно на самом деле, где что нужно доделать. Вот. И поэтому я начала раскрашивать цветы и листья. С обратной стороны, ну, как бы все в порядке. То есть бумагу, конечно, немного повело, но когда все это постоит на полке достаточно плотно, то все будет нормально. Вот. Главное, что не протекает, и иллюстрация та не будет испорчена. Я для раскрашивания листвы использую вот этот цвет и вот этот. Я не могу сказать, что вот этот цвет мне прям как-то очень нравится. То есть у меня ходовые из зеленых, в основном здесь вот этот и вот этот. И иногда, особенно для раскрасок по номерам, у меня вот эти требуются. Вот. Но я хотела бы перед тем, как открыть новую вот такую палитру, хотела бы здесь максимально использовать неходовые оттенки. Вот. Просто не хочется мне сейчас, знаете, там ради одной краски доставать новую палитру, которая уже есть в запасе. По крайней мере, вот знаете, пока что у меня мои любимые цвета здесь еще есть, я новую не открою. А любимые цвета здесь вот этот, вот эти три, и этот тоже мне нравится, и этот часто используется. Ну, этот мне нравится, он как бы ходовой, но просто на всякую морскую тему я меньше крашу, поэтому тут, видите, еще достаточно. Плюс вот этот цвет, этот мне нравится, вот этот очень нравится. В общем, моя задача их использовать, но пока я использую их, еще и по максимуму добить то, чем не пользуюсь. Собственно, вот этот цвет, он очень мне нужный. Вот. Но он как бы, как и этот, тратится в небольшом количестве просто. Вот.
Не, ну понятное дело, что я не буду ждать, пока эти 2 цвета закончатся, иначе это, знаете, так, до пенсии можно ждать. Вот, но вот эти вот, этот и этот должны как бы у меня подойти к концу. Вот. Ну, правда, серого много уходит, так что, может, и придется открыть, но в любом случае, как бы, мысль мою вы поняли. Вот. В общем, сейчас продолжу раскрашивать. Потом, когда здесь подсохнет, я еще раз где-то пройдусь. А может быть, и даже и не придется проходиться, потому что на камеру, пока все влажное, выглядит так, что вроде как где-то грубые переходы. На деле же все уже нормально. То есть, может быть, где-то скорее только черный карандаш добавлю, может быть, где-то что-то в принципе доработаю карандашами. Вот. Ну и я рада, что начала раскраску, наконец-то, давно пора. Обычно я, цветы я крашу вот этими 2, но обычно у меня как бы где-то посередине желтый и больше розового, а здесь я решила сделать наоборот. Чтобы не выглядело везде одинаково. Я же еще в Джоанне Бесфорд Айви и чернильная бабочка красила примерно похожие цветы. А потом в Дарье Сонг. Поэтому здесь немножечко поменяла последовательность. Этих буду красить в самый последний момент. А может быть, даже, знаете, сделаю фон пастелью, а потом белой ручкой пройдусь по контуру и все, чтобы вроде как они тут и есть, и вроде бы как их и нет. И типа моя совесть чиста, я хоть что-то с ними сделала. Просто как бы закрашивать я не умею. Я не очень, правда, понимаю, зачем вот это вот здесь в принципе нужно. Ну что ж, а этот влог я буду завершать. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в Instagram 3 рыжие 3 8. Под видео найдете ссылку на приложение «Активный гражданин». Если вы живете в Москве, можете там зарегистрироваться через МОСРУ и участвовать в городских голосованиях. За это вам будут начислять баллы, которые можно обменять на всякие подарки, походы в кинотеатры, парковочные места или промокоды в разные магазины. Леонардо, Комус, Спортмастер, Кораблик, Магнит Косметик, и еще куда-то. Короче, призов там очень много, и абсолютно каждый может найти для себя что-то интересное. Благодарю вас за просмотр. До скорой встречи. Всем пока-пока и всего самого наилучшего.